Вы на канале «Это вкусно». Нет времени готовить что-то вкусное на завтрак или ужин? Питаетесь бутербродами? Сегодняшние рецепты творожных запеканок – ваше спасение. Это просто находка. В этом видео два варианта – сладкая и несладкая запеканки. Оба рецепта элементарные. Все смешиваем и отправляем в духовку. А самое крутое – можно приготовить сразу много, заморозить, а потом просто доставать, когда нужно. Я, например, их даже не грею. Холодными они мне кажутся еще вкуснее. Список всех ингредиентов будет в описании под этим видео, а я начну готовить. Сладкая запеканка. В миску к творогу разбиваю 2 яйца, добавляю сахар, ванильный сахар, немного соли, сметану и кукурузный крахмал. Пробиваю все погружным блендером до гладкой однородной массы. Вот что получилось. Сладкая запеканка у меня будет с ягодами. Я взяла замороженную чернику и красную смородину и немного свежих ягод жимолости. Чернику и смородину не размораживаю. Пересыпаю ягоды кукурузным крахмалом, чтобы удержать сок, и аккуратно перемешиваю, чтобы каждая ягодка покрылась крахмалом. Если ягоды свежие, то этот шаг можно пропустить. Для сладкой запеканки все готово. Несладкая запеканка. В творог разбиваю яйца, добавляю соль, сушеный орегано, сметану и кукурузный крахмал. Пробиваю все погружным блендером. Эта масса получилась чуть гуще, так как в составе нет сахара. Это нормально. Если хотите более однородную консистенцию, то добавьте на 2 столовые ложки сметаны больше. В несладкую запеканку я буду добавлять вяленые томаты и оливки. Томаты промокнула от лишнего масла и нарезаю маленькими кусочками. Оливки нарезаю кружочками. Отправляю начинку в творожную массу и перемешиваю. Для аромата я добавлю несколько листочков свежего базилика. Мелко их рублю и отправляю к творогу. Для запеканок, которые я готовлю впрок, я использую 2 вида емкостей. У меня вот такая стеклянная. Это термостекло, в ней можно запекать продукты, а затем в ней же и замораживать. К тому же у этой формы очень удобная герметичная крышка, объем 400 мл. Вторая емкость из алюминиевой фольги. Такие можно купить во многих супермаркетах, на рынках, в интернет-магазинах. Ее объем 430 мл. Они также идут с крышкой, что очень удобно. Запекла, остудила, накрыла крышкой, заморозила. Смазываю емкости топленым маслом хи. Ссылку на рецепт этого масла я оставила в описании под видео. Кому интересно, смотрите. Начинаю заполнять формы. Заполняю сладкой массой форму наполовину, затем раскладываю замороженные ягоды и накрываю творожным слоем. Аккуратно разравниваю. Сверху украшаю ягодами жимолости и смородины. Несладкой массой я заполняю форму доверху. Разравниваю и посыпаю натертым пармезаном. А сверху украшаю томатами и оливками. Заполняю остальные емкости, и вот что у меня получилось. Количество ингредиентов, которые я укажу в описании, как раз достаточно, чтобы заполнить все формы. Ничего не осталось. Ставлю запеканки в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Режим верхний и нижний нагрев. Конечно, время приготовления может отличаться в зависимости от духовки и от размера емкости. Готовность проверяйте зубочисткой. Несладкая запеканка получается более румяной за счет пармезана. Можете накрыть ее пергаментом, чтобы она не подгорела. Запеканки в духовке очень поднялись, но по мере остывания они осядут.
Запеканки остыли. Накрываю их крышками. И чтобы не перепутать, подписываю. Контейнеры из фольги не герметичные, поэтому если будете замораживать, то обмотайте их пищевой пленкой, чтобы не было никаких посторонних запахов. Такие запеканки отлично сохраняются в холодильнике в течение недели, а в морозилке до 3 месяцев. Давайте разрежем и попробуем. Удивительно вкусно. Что сладкое, что не сладкое. Даже не могу определиться, какая творожная запеканка вкуснее. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Совсем немного времени, минимум усилий, и ваша семья на несколько дней обеспечена вкусными и полезными завтраками или ужинами. Отличные рецепты из творога. Берите на заметку. Друзья, появилась возможность угостить меня символической чашечкой кофе и тем самым поддержать канал. Просто нажмите кнопку «Стать спонсором» под любым моим видео, выберите подходящий уровень спонсорства и получите доступ к особым бонусам и сюрпризам, которые я приготовила. Ваша поддержка бесценна. Она поможет сделать канал еще лучше и интереснее. Готовьте и наслаждайтесь! Еще больше вариантов запеканок смотрите в этом плейлисте. Там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это вкусно!